Все мы так или иначе рассуждаем о своем будущем. Иногда это попытки построить курс движения корабля своей жизни к новым берегам, а иногда это попытки держаться за иллюзии о будущем, потому что страшно признать поражение и начать заново. В одном и другом случае это надежда. Чувство ожидания и уверенности в том, что все произойдет именно так, как мы представляем и хотим. Но мы редко задумываемся, что одно и то же чувство — надежда — может быть и спасательным кругом, и якорем, тянущим на дно. В чем же разница? Мой ответ родился из картины личного опыта, отражение которого я увидела в них. Это картина Джорджа Фредерика Уотса «Надежда». Невероятно трогательный образ. Когда вижу ее, внутри что-то начинает дрожать. Женщина с завязанными глазами играет на одной струне. Она играет для себя или для кого-то другого? Я думаю, что она играет для себя. И эта музыка доставляет ей удовольствие, ее ритм, тональность. Она словно защита для нее. Вокруг я вижу ореол, свечение. Как будто музыка создает вибрацию, которая погружает ее в невидимый кокон, в котором ей комфортно, она наслаждается этим пространством и состоянием. Почему ее глаза закрыты? Иногда, когда я слушаю музыку, я тоже закрываю глаза. Так я могу почувствовать ее глубже. Тогда она переносит меня в какое-то иное состояние, такую другую невидимую реальность, в мой кокон, в котором я могу размышлять о своей жизни и о ситуациях в ней, не отвлекаясь на текущий момент. Эта картина показывает мне состояние, когда, возможно, появляется надежда, которая обволакивает и застилает тем самым обзор. Состояние, при котором повышается громкость внутреннего голоса, и его становится лучше слышно. А если представить, что это образ моей надежды прямо сейчас? На что похожа музыка, которую она играет для меня? Я думаю, что ее музыка напоминает шаги. Медленные, но звонкие, которые должны быть заметны, которые оставляют следы не только в моей жизни, но и в мире. Но что, если внутренний голос, который усилился в коконе, говорит из страха? Это картина Каспара Фридриха «Монах у моря». Что он чувствует, стоя на берегу и глядя вдаль? В этой картине я вижу себя несколько лет назад. Я, как этот монах, стояла на берегу событий своей жизни, понимала, что ко мне приближается шторм, но надеялась, что он пройдет стороной, а я останусь на берегу, в безопасности, словно в коконе. Что вот-вот выйдет солнце, стихнет ветер и море успокоится. Я думаю, что он понимает, что буря придет на берег, но он так надеется. В нем нарастает тревога, его руки у лица усиливают ощущение глубоких размышлений. Чего он ждет? Вместо того, чтобы действовать, он просто замер в ожидании. Здесь надежда уже не выглядит как обволакивающее удовольствие, а становится сковывающей. Может быть, стоит отказаться от нее, чтобы уберечь себя? Сейчас я уже знаю, что буря пришла, что его, меня, затянуло в море, и мне пришлось выживать в этом шторме. Стоя на своем берегу тогда, я не замечала, как моя надежда становилась опасной, потому что усиливала во мне страх быть уязвимой. Я не спрашивала себя о том, на что в тот момент работала эта надежда, на мое развитие или на поддержание иллюзий. Я была в коконе. Но что же произошло с той надеждой, когда меня выкинуло в шторм? Именно тогда во мне родилась новая, но уже зрелая надежда, в которой я не пыталась спрятаться, как в коконе. Она помогала идти вперед в неопределенности, а не сковывала в страхах и ожиданиях. И именно ее я вижу в другой картине Фридриха «Странник над морем тумана». Он стоит на возвышенности, он стоит уверенно, но все же под его ногами неровная поверхность, а впереди не гладкая дорога. Да и вовсе дороги нет, а туман закрывает обзор.
много неопределенности впереди. Куда направлен его взгляд? Какой ориентир возникает в нем в этот момент? Если во второй картине надежда монаха была похожа на сковывающее ожидание, то здесь это надежда, которая словно внутренний маяк, который показывает путь. Теперь это не тревожная потеря покоя, это не попытка верить в то, что что-то вокруг изменится, а вера в себя, в свои силы и стремления. Да, он понимает, что впереди может быть опасно, что предстоит непростой путь, но сейчас его глаза открыты. Он также громко слышит музыку внутреннего голоса, но он не старается закрыться от пугающей неопределенности. Ему не нужен кокон. Его надежда здесь – это вера в свои способности, вера в свои ценности. Всегда будет неопределенность, но именно он – это точка постоянства и стабильности, которую он способен держать и на которую может опираться. Он сможет зайти в шторм, который неизбежен. Он будет искать в нем то, что поможет доплыть до момента ясности и выйти на другой берег, который он давно искал и о котором всегда знал, но боялся шторма, который преграждал к нему путь. Если надежда сковывает, она может усиливать ощущение опасности. Но если надежда опирается на веру в себя, она поможет выплыть к нужному берегу, где он сможет, я смогу, идти вперед и оставлять заметные следы на пути своей жизни.